Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Саша Мамаша. Сегодня я решила рассказать вам, как можно сделать столь популярную сейчас юбочку туту своими руками. Для ее изготовления нам понадобится фатин, вот такая вот резинка, в простонародье называемая соты. Она продается в виде повязочек на голову. Ее ширина 4 сантиметра, а также кусок атласной ленты. Итак, первое, что нужно сделать, это определиться с размером и количеством цветов будущей юбки. Значит, необходимых нам размеров два. Это окружность бедер, потому что юбочка будет одеваться снизу через бедра, поэтому нужна именно их окружность. И длина. Длину юбки такой нужно мерить как для изделия с заниженной талией, то есть примерно сантиметра на 3-4 ниже пупка и вниз до желаемой длины. Значит, мои размеры юбки, которые я буду делать: окружность бедер 68, длина юбки 30 сантиметров. Я проверила, моя резинка растягивается где-то до 70-71 сантиметра, то есть она подходит. И цвета в преддверии приближающегося и столь популярного у нас нынче праздника Хэллоуин я взяла стандартные цвета для этого праздника, черный, оранжевый, решила добавить вот такой вот яркий фиолетовый. Итак, теперь нам надо рассчитать количество материала, который нам понадобится. Ну, вы, наверное, уже знаете, что такие юбки собираются из кусочков фатина шириной 15 сантиметров, сложенных вдвое. Так как длина моей юбки 30 сантиметров, то длина каждого такого кусочка должна равняться 60 сантиметров. А сколько же нужно кусочков? Для того, чтобы определиться с этим количеством, мы берем нашу резинку и считаем количество отверстий в каждом ряду. Вот так хорошо видно, что здесь есть 3 ряда. Раз, 2, 3. И 3 ряда отверстий. Раз, 2, 3. Зацеплять наши кусочки фатина мы будем вот за эти вот так одевать. Поэтому мы считаем количество вот этих отверстий. Вот раз, 2, 3, 4 и так далее. Я посчитала, у меня здесь 36 отверстий. Значит, сколько нужно будет кусочков фатина? 36. Так я уже сказала, что юбка будет трехярусная, в 3 ряда фатин будет. Она, хочется сделать пышную, красивую юбочку. Значит, 3 ряда по 36 отверстий. Мы умножаем 36 на 3, получаем 108. Значит, мне на мою юбку понадобится 108 кусочков фатина. Длина каждого кусочка 60 сантиметров. Но так как у меня 3 цвета, я делю 108 на 3. У меня просто так совпало, что сначала умножаю, потом делю. Но у вас, может быть, это один цвет, вам не придется делить. Или это будет 2 цвета и придется делить на 2. И так далее. Соответственно, мне нужно 36 полос длиной 60 сантиметров каждого цвета. Мы определились на моем примере, что нужно 3 куска фатина длиной 1,20 м. Вот они у меня как раз лежат. И следующее, что мы делаем, это мы разрезаем каждый кусочек фатина на полоски шириной по 15 сантиметров и длиной 60 сантиметров каждая. Я расстелила на полу фатин. Так как его отматывали из рулона, он сложен вот так и сложен вчетверо. Единственное, я прогладила этот отрезанный кусочек, потому что были замятости, заломы. Я разгладила. Итак, вот кусочек фатина. Вот это вот долевая. Ширина 3 метра, сложена в 4 раза, то есть 75 сантиметров. Что я собираюсь сделать? Я собираюсь в первую очередь
сложить его пополам, разрезать и выровнять края. И затем каждый из кусочков я разрежу на 5 частей по 15 сантиметров вдоль. Так как там, где я покупала фатин, мне ребята отмерили немножечко с запасом. Поэтому у меня есть небольшие такие вот неровности. И как раз вот этот запас, который у меня есть, примерно сантиметров 5, он обрежется на выравнивание края. Это тоже учтите. То есть вам надо взять, ну, немножко с запасом. Я складываю этот кусочек пополам. И аккуратненько разрезаю. После этого буду выравнивать края. Здесь и здесь. Но я постараюсь здесь разрезать очень аккуратно. Вот так вот придавливая немножко. Чтобы потом не пришлось еще выравнивать и много обрезать. По чуть-чуть, не торопясь, все это делаем. Очень аккуратненько, не спеша. Итак, вот я разрезала. Здесь у меня получилась ровная линия. С этой стороны есть небольшие такие вот неровности. Они небольшие. И в принципе просматривается вот такая одна линия. Поэтому все вот эти вот краешки, которые просвечиваются, я вот так прямо отрезаю. В готовом изделии эти микро неровности, которые тут у нас остаются, будут не видны. Это уже проверено практикой. Итак, вот у нас разрезано это уже наши 60 сантиметров. Но у нас остались вот здесь и с той стороны такие вот складки. Их тоже надо разрезать аккуратненько. Заводим ножницы в складочку и точно так же, придавливая рукой, разрезаем. Разрезали. Нам осталось вот это вот долевая. Не теряйте, не путайте ее. Вот это долевая. Нам осталось вот эти вот, у нас получилось здесь уже 8 кусочков фатина. Разрезать каждый на 5 частей по 15 сантиметров. Тут ровно получается 75 сантиметров, делим на 15, получается 5 полос. Итак, я сейчас сделаю разметку и вот так вот прямо все вместе разрежу на 5 кусочков. Вот таким образом я сделала разметку. Я старалась не сильно надавливать на мелок. И теперь разрезаем по намеченным линиям. А вот и одна из причин, по которой надо брать с запасом. В рулоне могут быть бракованные места. Итак, вот все наши заготовочки. Разрезано 3 цвета. Все готово. Самая сложная работа уже сделана. Осталось дальше одно удовольствие. Мы
мы приступаем к самому приятному процессу, к сборке самой юбки. Для этих целей у меня есть вот такой вот помощник, которого моя 3-летняя дочь называет робот. Вот. Вы можете, не имея такого робота, вполне обойтись вот такой вот 5-литровой канистрой. Но я все-таки советую на нее предварительно что-то одеть. Ну, например, там капроновый чулок натянуть или еще что-то натянуть, чтобы резинка не скользила по бутылке. Поэтому у меня и мой манекен одет с этой же целью. Итак, мы одеваем нашу резинку либо на 5-литровую канистру, либо на какое-то ведерко, либо на что вам будет удобно, что сподручнее. И приступаем к сборке юбки. Итак, мы берем полосочку фатина и складываем ее пополам, ровненько пополам. И вот так вот присобираем. Теперь берем это место выбираем то отверстие, за которое мы будем продевать, в которое мы будем продевать. Вот таким образом продеваем петельку. Вот. И затягиваем. Получается вот такой узелочек. Самое сложное в этом процессе отделять полоски фатина одну от другой. Вот. Итак, вот присобрали. Теперь на ряд выше это делаем. Вот за эту цепляем. Продеваем. Затягиваем. Так. Этот процесс можно совмещать с просмотром любимых передач или фильмов, с чем угодно. Ну, конечно, получится больше прослушивания, чем просмотра. Ну вот. И вот так вот у нас сверху не будет видно резинку. Она, конечно, наверное, все равно будет немножечко так вот просвечиваться сквозь. Но, в принципе, будет незаметно. Так, ну, а возьмем теперь оранжевый. Мы чередуем. Я решила сделать юбку вот такими вот, как секторами. Но можно делать вперемешку, можно делать слои разного цвета. Ваша фантазия тут безгранична. Так, точно так же все продеваем. Оп. Выравниваем. Так. Снова. Когда фатина будет уже много, когда вы будете выполнять уже половину юбки или что, его можно вот здесь вот так вот скреплять такими большими длинными прищепками для волос, чтобы эти полоски не путались. Ну и следующий ряд у нас черный.
Поворачиваем наш манекен. Вот такая вот расцветка для Хэллоуина получается, очень, по-моему, замечательная. Этот праздник сейчас популярен. Честно говоря, не очень понимаю почему, но тем не менее мы следуем моде, следуем велению времени. Вот. И таким образом собираем постепенно всю юбку. Вот таким образом. И опять мы возвращаемся к фиолетовому цвету. Нижний ряд немножко сложнее попасть, чем уже верхние. Но не страшно. Так. Не знаю, слышно ли на видео будет, но так громко тикают часы в ночной тиши. Итак. Я думаю, принцип понятен. Я не буду снимать все. Таким вот образом собираем, чередуя полоски, всю юбочку. Вот такая получается юбочка. Времени у меня это в неспешном порядке заняла эта сборка около 50 минут. Вот такая расчудесная юбка. И то это еще она не полностью распушена. При желании ей можно придать еще большую пышность. Для того, чтобы юбке придать еще большую пышность, нужно каждый вот так вот лепесточек вот таким образом, ну я сверху покажу, вот так вот его сделать, вот так. Но лучше начинать снизу, и тогда юбка будет еще пышнее. Но мне кажется, что и так очень красиво и достаточно пышности. Еще нужно уточнить, что фатин нужно брать средней жесткости. Фатин бывает разный, мягкий, средний и жесткий. На такие юбки лучше всего подходит фатин средней жесткости. Именно такой фатин вот я и использовала. Очень красивая получилась юбочка. Вот таким образом юбка выглядит в снятом состоянии. Вот с изнаночной стороны ее вид. То, что прилегает к телу. Резиночка немножко растянулась после того, как на нее навязали вот эти кусочки. Но мы сюда вставим ленту, и лента позволит регулировать объем юбки до нужного вам. Как вставлять ленту, я сейчас покажу. Итак, вот наша юбка. Осталось продеть сюда атласную ленту, которая будет регулировать объем талии. Я хочу, чтобы бант, когда лента будет завязана, находился не по центру впереди, а чуть-чуть ближе к боку, левее. Поэтому я нахожу середину, вот, ориентируюсь по заднему, вот сзади есть шов, который был на резинке. Вот. И беру еще середину отсюда, допустим. Ну, где-то вот здесь, вот чтобы был. Вот, ориентируемся вот на это. Вот сюда. Итак, беру ленту.
Складываю вот так. Надеваю на булавку. И начиная вот отсюда, с того места, где будет бант, я начинаю продевать ее. Вот сначала я ее пропускаю туда, вот так. И продеваю вот так через одну, можно даже через две, но я через одну сделаю. Вот таким образом. Вот, ориентируюсь на деление резинки. Это очень удобно. Вот таким вот образом через одно продеваю. По верхнему ряду ориентируюсь. Так. Вот мы дошли до сюда. Вот наше место, где мы будем завязывать бант. Теперь выравниваем, чтобы концы были одинаковой длины. Все, снимаем булавочку. И так как, конечно же, концы потрепались, их надо обрезать аккуратно. Можно сделать флажочком, можно как ровно, если вдруг вам хочется. Я хочу сделать наискосок. Так. Берем аккуратненько. Вот эти все растрепанные края срезаем. Краешек легонечко так издалека вот так вырабатываем зажигалкой, чтобы краешек не трепался. Сильно близко не надо подносить, потому что будет неопрятно. Итак, вот наша юбочка в готовом состоянии, в готовом виде. Очень пышная. Причем я, повторюсь, я не придавала ей дополнительную пышность, я не расправляла так лепестки. Очень пышно, красиво. Объем талии регулируется. Вот здесь видно такие красивые узелочки. Осталось только дополнить такой наряд какими-то аксессуарами, повязкой, заколкой, что вам больше по душе.